Николай был трудолюбивым человеком, большую часть дня он проводил на работе в больнице в качестве врача. В студенческие годы он не успел создать семью, а теперь было не до этого. Но несмотря на это, он все равно наслаждался жизнью и дышал полной грудью. Когда Николай смотрел на своих друзей, у которых были жены и дети, он заметил, что почти все они были глубоко несчастными людьми. Он считал, что это связано с тем, что жены не получают достаточно внимания от мужей, и любовь умирает в быту и в куче непонятных проблем. Что он слышал от своих друзей? Они за стаканчиком пива жаловались, что не видят своих детей, так как все время работают. Жены все время недовольные, тошно идти домой. Вот только и можешь душу отвести в объятиях любовницы. Конечно, это все тайная вторая жизнь, где его друзья находят покой и радость. В результате все равно все узнавалось: скандалы, истерики, разводы, глубоко несчастные люди. Вот так круговорот любовниц отражался на семьях. У Николая было много женатых друзей, и ему несложно было бы представить, как могла бы выглядеть его идеальная семья. Несмотря на то, что у него были женщины, Николай все время чувствовал угрозы с их стороны. Особенно, когда девушка пыталась заявить о своем присутствии в его жизни, будь то оставленная в его квартире заколка, сумка или даже зубная щетка. Николай воспринимал это как вторжение в его личное пространство и реагировал соответствующим образом. Николай Михайлович был среди своих друзей заядлым холостяком и бабником, и казалось, что так и будет продолжаться до тех пор, пока он не прекратил эти встречи и не нашел другую страсть. Он гордился своей вновь обретенной свободой и независимостью, не представляя, что утром, вечером, в выходные и далее вокруг него будет постоянно крутиться одна и та же особа. Новое увлечение навсегда изменило жизнь Николая, подарив ему то, чего он никак не ожидал. Однажды друг Николая, Олег, попал в страшную аварию. Олег не пострадал, но его жена умерла, а сын был на грани смерти. Ребенку требовалась срочная операция. Ему было всего 9 лет, и Олег держал его на руках в бессознательном состоянии. Этот неожиданный случай круто изменил жизнь Николая. Николай только закончил операцию, когда в приемный покой больницы неожиданно влетел его друг. Он потребовал, чтобы Николай, только он взял ребенка на руки. Но Николай ответил: «Я не детский хирург». Николай не смог отказать другу и понимал, что ребенка не успеют довести до другой больницы. Он принял вызов и взял на себя ответственность за спасение жизни ребенка. Несчастный отец умолял Николая помочь ему спасти сына Пашу. Николай Михайлович согласился, не зная, что это его ошибка или Божий промысел. К сожалению, ребенок умер на операционном столе. Самым страшным для Николая было понимание того, что у него не хватает квалификации, чтобы разобраться в физиологии ребенка. Он до сих пор не может понять, была ли это его ошибка или Божья воля. Разница между детьми и взрослыми по-прежнему очевидна, о чем ярко свидетельствует трагедия Паши. Вера отца подвела его, и он остался без сына. Виноват в этом был сам Николай, который решил взять мальчика. Николай перевелся в другое отделение. Через 7 дней после вступления Николая Михайловича в должность произошла трагедия, в его кабинет ворвался друг. Это был самый безутешный отец, потерявший недавно сына по вине пьяного водителя. Он во всем винил Николая, заявляя, что ему больше ничего не нужно для жизни. Это было тяжелым бременем для Степана, ведь он только что присутствовал на похоронах собственного ребенка. Этот случай он не скоро забудет. Николай был шокирован, когда его друг достал перед ним пистолет, не понимая, откуда он его достал. Несмотря на это, единственное, что имело для него значение, это страх за свою жизнь. Он считал, что его друг пришел отомстить. Однако друг пришел, чтобы прекратить его страдания и переложить всю тяжесть на плечи Николая. Мужчина застрелился прямо в кабинете у Николая. Николаю пришлось смириться со своим судьбоносным опытом. Прошло немало времени, прежде чем он смог смириться с этим и жить дальше. Он уже не мог продолжать свою медицинскую практику. Через год после этого случая Николай Михайлович обнаружил себя стоящим у входа в монастырь. Он огляделся, осенил себя крестным знаменем и шагнул через ворота.
Его жизнь как Николая Михайловича закончилась, и началась новая жизнь как Михаила. Он стал послушником и в конце концов принял монашеский постриг. С тех пор он так и остался в монастыре. Отец Михаил был рукоположенным священником, посвятившим себя служению Господу и людям. Он был не только духовным наставником, но и использовал свои связи в мирской жизни для помощи нуждающимся. Он помогал страждущим, бедным и больным, организовывал посещение больницы, оплачивал операции. Он прошел долгий путь становления священником, начиная с духовной семинарии и заканчивая рукоположением в небольшой приход. Отец Михаил посвятил свою жизнь помощи другим людям, как духовной, так и материальной. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.